Всем привет, меня зовут Евгений. Сегодня у нас будет обзорчик на светодиодные лампы Auzum. Эти лампы лежат у меня уже с июля месяца, но, честно говоря, я разочаровался в LED-лампах. Они дают свет яркий, мощный, но он не совсем правильный. То есть, есть эта возможность поставить себе LED-лампы, но вы получаете свет, который, он лучше, чем стандартный в 2-3 раза, но он все равно хуже, чем нормальный в 2-3 раза. Вот поэтому LED-лампы, когда я делаю свет людям, я хочу сделать так, чтобы человек получил удовольствие потом, когда он будет ездить ночью. А когда он ставит LED-лампы, было хреново, стало чуть-чуть лучше, в городе вообще можно ездить без света. У меня вот галоген, 1000 люксов, там везде все освещено. Кто ездит по трассам, тогда лучше линзы ставить. Вы будете видеть далеко, и ярко свет будет ложиться до самого конца, на 70 метров. Поэтому LED-лампы не стоит ставить, особенно очень мощные, а тем более в рефлекторную оптику. Поэтому сегодня у нас на обзоре лампы Auzum 55 Вт. Вот такая вот коробочка. 55 Вт. 5300 люменов. Это H4, это H7 и аналогично здесь, только здесь 45 ваттные лампы. Для теста H4 лампы буду использовать фару Tucson. Я уже делал достаточно обзоров на H4 цоколь, плейлист прикреплю. И H7 лампа будет у нас тестироваться в линзе из-под Mercedes B-класса. Отражатель там в хорошем состоянии. Как видите, там все блестит, все зеркальное. Так, давайте посмотрим сразу на лампочки. Это у нас лампа H7, 55 Вт. Идет с внешним драйвером. В оплеточке провода. Вот такая вот лампа. High Power. Тепловая трубочка. По всей видимости, медная пластина. Кулер. Так, регулировка самой лампы у нас на силиконовом колечке. То есть нету никаких фиксаторов. Кольцо металлическое. Сейчас я его проверяю, чуть не уронил. Да, металлическое колечко. То есть ее можно вставить. У нее есть фиксация. То есть фиксация в одном положении. Так, не понял. Переворачиваю, вставляю. Все, тут надо нажимать на силиконовое кольцо немножко, чтобы оно поплотнее все было, скажем так. И тогда защелка нормально работает. Сейчас будем вставлять, смотреть, сможем ли мы добиться при помощи этой крутилки в линзе с-под B-класса правильной фокусировки. Теперь посмотрим на лампу 55 Вт H4 цоколь. Достаем лампу. В комплектации у нас идет такая вот инструкция, там параметры. Посмотрим, что тут написано. Диоды у нас Корея TX6. Я в них не разбираюсь, честно говоря, потому что не хочу, скажем так. Мне главное конечный результат и сколько она будет служить. А то, что тут будет написано там золотыми буквами на белом блюдечке с золотой каемочкой, преподнести можно все, что угодно. Маркетинг у нас работает очень сильно. Так, до 105 градусов. То есть не сильно она, как по мне, высокотемпературная. Вроде у других там было чуть побольше. А давайте посмотрим, что в этих 45 ваттных пишут. Хотя нет, я ошибся, наверное. Вот смотрите, здесь вот до 80 градусов. Диоды ZS, это филипсовские, насколько я знаю, диоды. 9,32 вольта. Так, это у нас вот такая вот лампа. Давайте на H4 теперь посмотрим. Она выглядит, скажем, прямо отличается от H7.
Значит, защелка имеет точно такой же фиксатор, то есть на силиконовом колечке. Нажал, провернул, то есть, ну, в принципе, плотно сидит, то есть, ну, есть какие-то ограничения, то есть, как по мне, ход тут не сильно большой. То есть, отрегулировать, ну, скажу так, в хороших лампах, вот смотрите, видите, вот этот вот штырь, он вверх, и как бы это единственное правильное положение у лампы должно быть. То есть аж четвертый цоколь, он стандартный, то есть вот эта вертикальная ось, скажем так, и диоды светят в бок. Поэтому особо... Так, и посмотрим, да, кстати, на диоды. Что у нас тут? Господи, что у меня с фокусом сегодня? Видим диоды в 2 ряда. Ну, честно говоря, я думаю, что будут засветы. И причем сильные. Тепловая трубка у нас. Шторка выполнена в виде такого корыца, скажем. Что это дает на самом деле, известно только производителю данных ламп. Так, ну теперь посмотрим на лампы, которые 45 Вт. Здесь у нас кулер немножко иной. Он идет с защитной сеткой такой. Внешний драйвер, аузум. Тепловая трубочка, ну это уже более, скажем, такой классический вариант. Диоды утоплены. Одна тепловая трубка, медная пластина там идет. По регулировке самой лампы, то есть фиксатор один, то есть но возможность крутить ее, ну в принципе H7, да, тут побольше возможность ее крутить. То же самое, в принципе, силиконовое колечко. То же самое. Будем сейчас вставлять, смотреть, как это все светит. Так, ну и последняя лампа. Это на 45 Вт. Аж 4-й цоколь. Драйвер, по всей видимости, немножко больше, чем у H7. Как видите, здесь немножко побольше. Ну, естественно, что 2 диода. Значит, лампа, как и на H7, в принципе, сделана. То есть дополнительные диоды и шторочка. То есть таких кардинальных отличий особо, скажем, нету. Так, ну давайте будем тестировать. Первая лампа, это у нас Osram 64210, насколько я запомнил, стандартная. Сейчас включим ее в линзе и будем замерять мощность вот таким вот ваттметром. Так, выключаю свет. Ну вот так вот светит галоген. Расстояние, как обычно, у меня от края стола, вот линза. Вот линза стоит на краю стола. И до креста 3 метра 30 сантиметров. То есть это расстояние у меня всегда, оно не меняется. То есть можно сравнить с любым моим обзором, где я меряю со стола на стену. Так, ну здесь у нас нечему прогреваться. Галогеновая лампа работает сразу и моментально. Потребляет 58-59 Вт, можно сказать. Напряжение при этом 13,6, 13,7 можно сказать. Так, посмотрим, как она светит. Итак, выдает она 1800, 1900 здесь в одном месте, ну около 2000 люксов. Люксы — это не люмены, для тех, кто не шарит. Пробуем первую лампу. Давайте попробуем на 45 Вт вставить и посмотрим, как она светит. Чуть не забыл еще такой момент. Многие спрашивают, если я буду вставлять LED-лампы в линзу, не буду ли я кого-то слепить. Ну, как видите, светотеневая граница четкая, и сверху есть небольшие такие засветы. Вот теперь беру люксметр и померяем засветки здесь. Как видите, пришлось переключиться на самый
минимальный диапазон. Это 200 люксов у меня на люксметре. Ну вот засветки, можно сказать, сразу обрезаются. Вот 34 люкса. То есть это ни о чем, скажем так. Ну, скажем так, на столе у меня 200-300 люксов. Свет настольный. Под 400 там. Поэтому 332 люкса это ни о чем, скажем так. Так, теперь вставляем на 45 ватт лампу. Так, установил я лампу на 45 ватт. По засветкам ничего нет. То есть какие они были минимальные, такие есть. То есть шторка в линзе отрезает любые засветки. Конечно, если шторка у вас, например, как на Тойоте или там на многих японцах, когда идет вот такая вот дырка здесь, это специально сделано для того, чтобы была вежливая подсветка знаков. И вот тогда, когда вы в такие линзы ставите, тогда у вас эта вежливая подсветка превращается в адское ослепление встречных водителей. То есть, если вы на галогене, когда включаете свет, у вас на стене, скажем так, появляется, вот вы включили свет, у вас на стене появляется такой прямоугольничек, он такой раз в 10, в 20 тусклее, чем основной свет, то значит у вас линзы вот с такой прорезью, скажем так. Поэтому здесь такого нету, здесь все четко. Ну давайте посмотрим, как это светит, сколько люксов выдает. Ну, я ничего не вижу нового для себя, то есть максимум прибавка получилась в 1,5 раза. То есть на 50%. То есть было около 2000 люксов, стало там 3 с копейками. Ну сейчас опять же в гараже 12 градусов. И летом там в жару, я думаю, процентов на 15 точно свет просядет. В отличие от галогена, которому по барабану на нагрев, скажем так, страдает только отражатель. То есть 3300 люксов. У нас лампы, которые 45 ватт. Ну и засветки здесь пропорционально, в принципе. Сейчас. Да что ж такое? Вот. То есть, ну, пропорционально увеличились. То есть было 35, свет стал там в 1,5 раза больше. И здесь засветы стали тоже в 1,5-2 раза больше. То есть, хоть они и минимальные, но они присутствуют. Точно так же и в рефлекторной оптике. То есть, чем мощнее лампу вы ставите в фару, это мы будем сегодня смотреть на фару Tucson. То же самое, замерим галогенчик быстренько, засветки померяем. И вот в чем минус всех LED ламп? Они дают засветки, точно так же, как и ксенон в рефлекторной оптике и вот в линзах. Ксенон ставим, все, но здесь на линзах шторка, она четко отрезает. А в рефлекторе этого нету, и поэтому там засветки гораздо больше и слепит гораздо сильнее. Так, теперь вставим лампу на 55 ватт вот такого вот типа. Опять же забыл показать, вот лампа на 45 ватт потребляет 43,4. То есть вполне себе честная заявка. Компания Auzum не обманула. Итак, лампа H7 на 55 ватт потребляет 47,7 после небольшого прогрева. Ну, по всей видимости, ну было только что 49, там 50. Пока я тут выставлял на стенке, вот она постепенно после прогрева яркость, мощность падает, вернее. Так, посмотрим, как это все светит. Светит нормально, неплохо, хорошо, классно, бодро. Давайте будем теперь мерять люксметром. Посмотрим, сколько в цифрах у нас получается. Лампа стоит вертикально. Ну, выдает она 3700, 3800, уже под 4000 люксов. То есть все-таки они мощнее и света дают больше.
Здесь под верхом у нас немножко провал идет. 3800. Так, а здесь засветки, ну, около 80 люксов, как бы. Чуть-чуть еще стали больше. Более пропорционально. Ну, как видите, большое темное пятно. Может, это специфика данной линзы, но я не знаю. На галогене показалось тоже оно было. Ну, оно здесь просто огромное, скажем так. Но в целом линза с Мерседеса светит неплохо. То есть у нее широкое такое пятно достаточно. То есть от края до края свет более-менее равномерно. То есть даже при такой яркости можно уже ездить более-менее комфортно, скажем так. То есть, ну, 3000 люксов это все равно мало. Ну, как видите, после прогревания лампа уже 45 ватт потребляет. То есть я же говорю, думаю, что летом эти лампы просядут еще сильнее. То есть в жару мощность упадет еще сильнее. То есть, соответственно, и освещенность дороги тоже. Поэтому как бы 55 ватт, но видите, она вот просаживается. Так, переходим теперь к H4 лампочкам в фаре от Hyundai Tucson. Итак, фара Tucson, лампа H4 Osram 64193 SV2, потребляет 56 ватт при напряжении 13,7 вольта. Вот так это светит. По моим тестам я тогда уже, у меня есть фара и Hella тестировал, и Polo Sedan тестировал, то эта фара показала самую большую яркость и хорошую светотеневую границу. Поэтому я H4 лампы теперь только в этой фаре тестирую. Сколько люксов выдает данная фара? Выдает она тоже около 2000 люксов, что хорошо. Не перепутайте, то есть и линза выдала около 2, и эта фара выдала около 2000 люксов. Почему 2000 люксов? Напоминаю, здесь стоит множитель X10, кнопочкой вот можно переключать. То есть нолик добавляем, 2000 люксов. Так, и засветки. Засветки у нас, вот как видите, 120 люксов, 100 люксов, то есть нету даже, ну то есть там было 35 на линзе, здесь вот сотка. То есть засветки в 3 раза больше на H4 фарах. Это зачастую. А вот так вот светит у нас дальний свет. Ну, по ощущениям он не намного ярче, чем ближний. Ну, как-то так. Теперь будем смотреть 45-ваттную LED лампочку AuZoom. Вот так вот светит лампа AuZoom на 45 ватт, H4 цоколь. Это ближний свет у нас, это дальний свет у нас. Как видите, галочка у нас четко по центру, но дальний свет почему-то смещен немного влево. Дальний заметно ярче светит, чем ближний. Это визуально глазами очень хорошо видно. Посмотрим, сколько выдает данная лампа. Но визуально вижу, что очень тускло. Ну, видите, прибавки практически нету. 2200. Какие-то неправильные 45 ватт на этой лампе. Ну, то есть реально прибавки практически нет. При том, что это H4 цоколь, даже самые такие слабенькие лампы могут выдавать. Так, а давайте посмотрим ее мощность, потому что я говорю 45 ватт, а там... ну так, да, все ясно. 32 ватта она потребляет. Ну, собственно говоря, так она и светит. Так она и светит на свои ватты. Ну, чуть-чуть ярче, чем 2000 люксов стало. То есть
может на 20% ярче стало. Так, ну и засветки. Ну а засветки у нас просто шикарные, они увеличились вот в 2,5 раза где-то. Было 100, стало вот 2200. То есть яркость основная практически не улучшилась, а зато засветки увеличились в 2 раза. Итак, вставил лампу вот такого вот плана на 55 ватт. Типа на 55 ватт. Потребляет она 36 ватт. А светит она вот так. Ну, мягко говоря, плохо. В чем плохость заключается? Сильные засветки и небольшая яркость. Теперь показываю. 2300 люксов. Ну там 2,5. То есть, ну вот видите, чуть-чуть стало ярче, чем, ну и она и не 32 ватта, там 36 потребляет. То есть вот она чуть-чуть ярче стала и все как бы. То есть смысла особо нет. А теперь засветки. Засветки стали уже 300 люксов. То есть мы получаем на выходе адски слепящую фару. Вот я убрал выше телефон, чем светотеневая граница. И вы видите, насколько сильно она слепит. То есть это я уже попал, вот видно по синим аберрациям, где я нахожусь. Я нахожусь как раз на преломлении вот светотеневой границы. Вот я выше, а все равно она слепит. Короче говоря, не стоит брать такие лампы. Я уже вам ее показывал. Ну и для наглядности покажу вот бюджетные, допустим, вот линзы Infolight S1. Они стоят достаточно недорого, можете посмотреть сами в интернете, сколько они стоят. И посмотрим, как они светят по сравнению вот с такими фарами и лампочками. Итак, подключил линзу Infolight S1. Мощность 37-38 ватт потребления. Это у нас на ближнем. Это у нас на дальнем. 50 ватт. И вот так она светит. Ну, какие LED лампочки? Где LED лампочки? Даже близко, ну, это не надо сравнивать. Потому что многие сравнивают, типа, что я поставлю крутые LED лампы, у меня будет типа свет, огонь. Да, он яркий, может быть, но он будет сильно слепить. Ну и для наглядности просто покажу, сколько люксов вот выдает линза при 38 ваттах. Вот линза выдает 5200. Ну, пускай она после прогрева, там, летом, ну, 4,5 пускай выдает. И засветки 50 люксов. 50-60, тут синева сильная. Но не 300. Поэтому, как бы, выбирать вам и решать вам, какой вам нравится свет. Вот такой вот мега свет с надписью AUZOOM. То есть не надо бежать, сразу хватать все, где написано AUZOOM, хватай меня. Нет, нужно смотреть и выбирать глазами, скажем так. Вот такой свет, его вполне уже достаточно. То есть эти линзы стоят совсем недорого. Можете сами посмотреть, сколько они стоят. Infolight S1. На этом все. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Так, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока. Я просто похлопаю.